Нет войне, точно нет. Я думаю, что нормальные люди все против. Зачем воевать, я не понимаю. Это преступление, братоубийство. Обычному народу не нужна. Я против войны с Украиной. Ну, войну никто не объявлял. А сказали, люди, уходите, будем бомбить базы американские. Вы за мир или за войну с Украиной? Ну, нет войне, точно нет. И у нас, Да, за мир. Это все не касается прям очень прямо, но я боюсь и за себя, и за будущее России и Украины, и я очень боюсь, возможно, ядерной войны. Особенно учитывая, что мы здесь. Я прям очень сильно надеюсь, что это все поскорее закончится. Ждали этого вопроса и ждали вас, но готовы ли мы отвечать на него? За мир всеми способами, которые есть. Сейчас можно найти огромное количество людей, которые рассказывают, что можно сделать, каким образом. Смотрите канал Екатерины Шульман. Она потрясающий политолог, и она вам расскажет все, что вы хотите знать о текущей ситуации в России. Она объяснит, как к ней относиться, как можно к ней относиться и как можно пережить это время. Я не хочу в тюрьму. Предлагал сегодня неоднократно сосуть всем хуйца, потому что, мне кажется, миллиарды минетов потребуются для того, чтобы искупить вину. Я за мир. Ну, потому что я считаю, что это чисто политическая игра, которая, в принципе, обычному народу не нужна. Вот. И все вот эти вот, опять же, Донецк и Луганск, это все-таки территория их, и в принципе, то, что Владимир Владимирович как бы делает, он, мне кажется, делает это из своих побуждений. А обычный народ будет страдать из-за санкций, то, что у нас отменяется масса поставок, то, что все зарубежные производители машин, опять же, уже сняты с продаж и поставки в Россию отменяются. То есть в целом все это выглядит исключительно только так, как какая-то политическая игра, из-за которой будут страдать обычные люди. За мир, девушка, за мир, за мир, да, за мир. Мир, да. Я против войны с Украиной, потому что это преступление, братоубийство, и потому что начинать агрессивную войну против другого государства нельзя по законам божеским и человеческим. Естественно, против. Ну, потому что не должны люди страдать, как с нашей стороны, так и со стороны Украины. Да, согласна. Я против любой войны. Несмотря ни на что, все можно решить переговорами. Против. За. Почему? Против войны. Чтобы не было войны за мир. Ну, я не хочу, чтобы люди погибали. Нигде в мире. В том числе в Украине, в том числе везде. Против, потому что это никогда не выход, и это абсолютно неправильно и просто ужасно. Украиной. Против. А здание мемориала, это же сюда? Конечно, против. Я думаю, что нормальные люди все против. У меня надежда только на то, что вокруг него более адекватные люди, чем он сам. И повлиять на это могут скорее они. Знаете, что, на протесты выходит народу мало, потому что все боятся. Выходит мало, всех винтят, ну, большинство, скажем так. Для того, чтобы это надо вообще, чтобы вся страна вышла. А большая часть слушает пропаганду и не верит. В общем, не то, что они не верят даже, вот им говоришь, что вот у меня подруга в Харькове под бомбардировкой. Я ей говорю, что, она мне говорит, что находится под бомбардировкой. Я, значит, буквально поговорив с ней, говорю своей двоюродной тетке о том, что у меня подруга говорит, что она говорит, это неправда, ей не верь. Они, говорит, бомбят только военные объекты, мирных не трогают. Поэтому что с этим народом сделать? Если они не верят даже вот реально, да ладно, даже некоторые говорят, даже своим даже родственникам, находящимся там, не верят. А не то, что у меня, это уже получается через вторые руки, то есть они же не лично от кого-то слышат, а я передаю. Они даже своим, даже роднее не верят, сколько рассказывают украинцы, я, говорит, своим родственникам говорю, они не верят. Одна подруга моя, вот, она написала, что говорит, дай бог, если все закончится хорошо для Украины. Она говорит, я готова бросить работу и поехать на Украину восстанавливать их разрушенные дома. Говорит, пусть я буду, говорит, просто за еду и спальное место это делать. Я на самом деле думаю, что я тоже на это готова. Это все зависит от нас, простят ли они нас. Я думаю, что в конце концов простят, потому что все равно у нас корни одни. Все мы из Киевской Руси. Все зависит от нашего народа, если в конце концов у нас все изменится. И мы будем все делать для того, чтобы они нас простили, как бы, да, и помогать им. В сомнениях находимся. Почему в сомнении?
Ну, взвешиваем за и против, ждем, чем все это закончится. Надеемся, что мирно и в скором самом времени. Против. Просто против всего. Я вообще против войны как таковой. Ну, потому что положительного только какие-то единицы, если могут получить. А вообще эмоционально, я думаю, что это не совсем приятная обстановка возникает в случае войны, в большинстве своем. Вопрос, вы за мир или за войну с Украиной? За мир, потому что мы по факту одной крови. Зачем воевать, я не понимаю. Да, был Донбасс, но война, мне кажется, политических лидеров. Я против. 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 Я против войны с Украиной. Во-первых, потому что это наша самая близкая, самая республика, страна, государство, независимое. Я против любой войны. Против вообще любой войны, как пацифист, как нормальный гражданин России. Но в данный момент то, что происходит, это вообще уму непостижимо. Потому что это наши братья, это наши люди, наши родные люди. И можно себе представить, на сколько лет, на сколько десятилетий затянется эта ненависть, которую они чувствуют по отношению к России. Страшно, очень страшно. Во-первых, это плохо, дорого и неинтересно. Против войны, конечно. Я на Украине учился. У меня там много друзей, родственников. Поэтому это наши, братские наши страны. Мы должны дружить. Белоруссия, Россия и Украина, они должны быть сплоченными. Если они не будут сплоченными, тогда будет беда. Вы считаете, возможно ли теперь на какое-то сплочение между Россией и Украиной? Конечно, конечно. Каким образом это? Если все сплотятся, все будет хорошо. Думаете? Конечно. Я считаю, что, конечно, война – это плохо, это кровопролитно, это негуманно. Я за политическое решение этого вопроса надо было. Когда все это начиналось в 2015 году, надо было представлять факты убийств мирного населения на Донбассе и выходить с этим в Совбез ООН. Факты не предоставлялись. Или, во всяком случае, нам так выкладывали. Показывали какие-то дома, типа были бомбежки, но ни одного дымка. То есть были они по факту или не были? Я за политический вопрос, я против войны. Но это можно было решить, по-моему, как-то другими путями. Скажите, вы за мир или за войну с Украиной? За мир, конечно. Посмотрите программу, как она. Время покажет, вам все станет ясно. Может, нужно запретить уже эти программы? Однозначно. Вот это надо запретить. Эту оголтелую пропаганду тупую надо запретить напрочь. Вы хотели, чтобы Украина потом с нами войну начала? Война-то уже давно идет, 8 лет назад началась. И мы хотим ее закончить просто, понимаете? Потому что это вообще ужас, что творится. Как можно закончить войну? Может, тогда не нужно ее начинать, она сама закончится? Нет, не так? Она заканчивается, когда все вот эти вот профашистские и националистические организации перестанут кричать, что русские плохие, а они такие хорошие. Им никто не мешал там строить свою государственность. То жидофашизмом с ним кончать нужно. С жидофашизмом. Вот, они все будут пойманы и отданы под суд, эти зеленские, те, которые там истребляют народ Донбасса. Вот так вот будет, поняла? И маме своей это передай. А там война на Украине? Серьезно? А кто ее объявлял? Вот война, люди гибнут. Хотите, покажем вам в Твиттере, как в Харькове дома войну никто разбомблены? не объявлял. А сказали, люди, уходите. Будем бомбить базы американские, бандерлоговские. За мир. Но этот мир нужно завоевать.